Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. У нас близится месяц июль, и давайте посмотрим, каким он будет для тех, кто родился под знаком Тельца. Итак, уважаемые Тельцы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. У нас будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. И давайте с вами посмотрим, что же готовит грядущий месяц для вас. Мы рассмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, общая атмосфера июля для уважаемых тельцов. Очень много переговоров будет. Причем здесь, знаете, такие переговоры, когда придется носить маски, либо общаться с людьми, которые носят маски. Но данный процесс неизбежен, потому что вы планируете двигаться вперед, выходить дальше на какой-то вот новый уровень, один период своей жизни, один цикл своей жизни завершить и другой начать. Для многих здесь будут актуальны вопросы семьи и брака. Но все вопросы, все абсолютно цели поставленные будут решаться, будут достигаться через переговоры. Будьте готовы к тому, что придется, повторюсь, носить маски, примерять маски и общаться с людьми, которые точно так же эти маски используют. Друзья вас окружают, друзья всегда готовы помочь, но будьте готовы к тому, что и они тоже могут показать несколько своих обликов. Теперь давайте посмотрим, что у нас в работе, у вас, уважаемые тельцы, в июле. Движение вперед, достижение целей. У кого-то поездки, движения, командировки, связанные с переменами. Очень хорошая ситуация у тельцов в работе, потому что поставленные цели будут достигнуты. И здесь, знаете, какие цели? Не как финал, да, то есть то, что вы планировали, вы достигнете, вы не остановитесь, вы будете идти дальше. Вы, достигнув нынешние цели, будете ставить себе новые. Причем, повторюсь, рядом есть люди, которые готовы вас поддерживать. И здесь, как знаете, продолжение начатого пути, и одно вытекает из другого. Это не что-то новое, это продолжение того, что вы делали ранее. Да, с какими-то переменами, с какими-то нововведениями. Тем не менее, вы уверенно двигаетесь вперед к намеченной цели и двигаетесь очень успешно. Многие люди в вашем окружении будут хитрить, носить маски, но, судя по всему, вам стоит к этому быть готовыми. Ничего страшного здесь нет. Это нужно, это неотъемлемая часть, неотъемлемый процесс данного движения вперед. Что касается финансов, в июле у тельцов. Что касается финансов, вы знаете, крупных поступлений я не вижу. Потерь здесь нет, но вам приходится ограничивать себя. Ограничены доходы, соответственно, ограничены расходы. Карта сила говорит о том, что вам придется, знаете, вот как будто затянуть поясок. Но это все не просто так, это все по правосудию. Это все для чего-то нужно. Либо же вам нужно скопить денежные средства, либо же здесь такая ситуация, когда вот этот период, грубо говоря, с ограниченными финансовыми возможностями, нужно просто вам пережить. Обязательно все наладится, обязательно вы справитесь с этим периодом, но июль будет достаточно такой сложный и ограниченный в финансах. Что касается личной жизни у тельцов в июле. Личная жизнь. Вы знаете, здесь про удовольствие. Во-первых, если говорить про новые знакомства, про новых людей, то их в июле в вашей жизни не появится. Отношения
которые есть, с теми людьми, которые уже есть в вашей жизни, носят такой, знаете, легкий характер. Если вы в стабильных отношениях, если вы в семье, то здесь велика вероятность того, что либо вы, либо ваш партнер обратите внимание на кого-то, знаете, вот кто еще есть в вашем окружении, это какой-то флирт, какие-то романы. Также может быть такая ситуация, когда вот те, кто не в стабильных отношениях, здесь, знаете, такой вот роман, легкость, легкие отношения, которые не дают никаких гарантий на сегодняшний день. Да, есть чувства, есть легкость, есть романтика, но нет конкретики, есть двойственность какая-то. То есть нужно определиться, куда двигаться дальше. Но, судя по всему, определитесь и дальше пойдете, будете выводить отношения на новый уровень. Не зря у нас кольцо выпадает. Оно относится не только к благополучному такому завершению одного этапа вашей жизни и благоприятного начала другого, оно еще может сулить серьезные отношения, либо же решение вопросов, связанных с серьезными отношениями. Потому что карта мир – это не что иное, как выход на новый уровень. И кольцо, и мир – это очень синонимичные карты. Поэтому июль у вас в сфере любви, в сфере личных отношений будет весьма таким приятным и романтичным. Но вслед за июлем здесь будут уже какие-то более серьезные события, которые позволят вам решать и выбирать направление ваших взаимоотношений. Возможно, нужно будет выбирать между партнерами. Но, повторюсь, скорее эти партнеры уже есть, уже присутствуют в вашей жизни. Что касается совета, к чему стремиться тельцам? Нужно будет принять решение, порой решение нужно будет принимать сквозь страхи и тревоги. Кому-то придется оставить позади то, что было дорого, то, что было важно, и отправиться вперед, потому что движение вперед здесь, собственно, неизбежно. Здесь нужно принять решение и отправиться в путь. Где-то сквозь страхи, где-то сквозь тревоги, но не нужно бояться. Как правило, по девятке мечей страхи у нас такие, знаете, вот иллюзорные, надуманные. То, чего не случится на самом деле, мы можем бояться и тревожиться. А чего остерегаться? Вы знаете, мужчина из прошлого, давний знакомый, напомнит о себе. Причем, вы знаете, он будет проявлять себя весьма настойчиво. Проблема в том, что его намерения, они не конкретные. Здесь именно он может и символизировать вот эту тройку кубков, да, то есть пришел, как-то вот себя проявил, вскружил голову, его каких-то действий стоит остерегаться. Это не значит, что нельзя с ним общаться. Можно, пожалуйста, общайтесь, принимайте его внимание, принимайте его ухаживание, но не теряйте голову, потому что та легкость, которую он вам предложит, она пока не сулит ничего серьезного. В дальнейшем, возможно, что-то такое более стоящее, потому что шестерка кубков – это действительно связь времен, но такой, знаете, легкомысленности с его стороны, с вашей стороны стоит здесь избегать. Важно стремиться к такому союзу, который был бы гармоничен, который был бы взаимен. Важно стремиться быть в отношениях с тем человеком, с которым есть взаимопонимание и с которым ваши взгляды совпадают полностью, когда вы буквально на одной волне. Вот такой получился у нас прогноз для тельцов на июль. В целом месяц для вас будет весьма благоприятным. И наиболее благоприятными будут моменты, которые будут следовать в дальнейшем за тем, что вы сделаете, что вы реализуете в июле. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи в новых видео.